Всем привет! Добро пожаловать на канал Мой Флакон, меня зовут Сергей. И сегодня мы поговорим про одного из моих самых любимых парфюмерных брендов Serge Lutens. Serge Lutens — это креативный директор этого бренда. Я здесь с ноутбуком, чтобы подсматривать в ноты и рассказывать, что официально заявлено. Но свои впечатления я давно сложила о этих ароматах. Они мне очень нравятся. И я подобрал 3 аромата, которые, как ни кстати, подходят к зимней паре. Начнем мы с аромата под названием Шерги. Сам Serge Lutens долгое время проживает в Марокко. И у них в какое-то время года дует горячий южный ветер. Называется он Шерги. И этому ветру Serge Lutens посвятил целый аромат. Сейчас он на мне, я его немножко освежу. Шерги — это один из самых известных и популярных ароматов от Serge Lutens. Он суперстойкий, он очень шлейфовый, он очень яркий. И он действительно горячий. Здесь есть и амбровая составляющая, и сладковатая, и табачная, и медовая, чего здесь только нет. Марокко, я так понимаю, знаменита своими специями, рынками. Здесь заявлены лист табака, мед, амбра, сено, ладан, сандал, ирис, мускус и роза. Это очень классный окутывающий аромат, он очень заметный, стойкость действительно супер, может с вами остаться весь день. И люди замечают этот аромат. Многим он нравится. Шерги для меня очень зимний и праздничный аромат. В нем много специй, медовости. И сейчас для него самая пора. Второй аромат, который у меня есть, который я подготовил для вас сегодня, называется Baptême de Feu. Я не очень уверен, что я правильно произношу это. Поправьте меня, если вы знаете точно. И это тоже очень классный рождественский новогодний аромат, потому что одна из нот, которая здесь заявлена, это имбирный пряник, также танжерин, пудровые, древесные ноты, касториум и османтус. У меня на самом деле двоякие ассоциации с этим ароматом. С одной стороны, да, это новогодний аромат, потому что чувствуется имбирь, чувствуется немножко цитрусовость, но есть для меня оттенки немного металлические, будто бы, знаете, запах немного крови. То есть это такая обстановка, допустим, это рождественская ярмарка, и где-то на заднем фоне происходят страшные дела, может быть, с кровавой. Но в целом это очень праздничный аромат, очень классный. Ассоциируется с Новым годом тоже. Обратите внимание, какие лаконичные флаконы. Здесь 100 мл и 50 мл. Также у них есть 75 мл флаконы, но они без спрея. И внизу под видео будет ссылка, где я обозреваю 2 аромата в формате колокольчиков. И также у них есть еще один очень интересный формат. Они называют это небоскребы. Ограниченная линейка этих ароматов. Не знаю, может быть 10-15. Ну и на самом деле от года в год они реформулируют и флаконы, и перемещают из одних флаконов в другие те же самые ароматы. Этот аромат называется Fille en Agile. Опять же, если я произношу неправильно, поправьте меня. Ассоциация у меня с напитком Байкал, если вы пробовали. То есть здесь чувствуется такая кедровая составляющая, кедровая шишка, какая-то немного лимонадность. Здесь много специй, много бальзамов, много хвойных нот. Заявлены здесь сосна, ладан, сухофрукты,
пихтовый бальзам, специи, лавр и ветивер. Но это запах новогодней елки. Переводится это название как одно из вариантов «Девушка в иголках». Соответственно, это про нашу красавицу новогоднюю. И как же оно классно рождественски пахнет. Действительно такое ощущение, что ты нюхаешь веточки елки, где-то есть какие-то специи, сухофрукты. Это очень празднично. Можно представить, как ты сидишь за праздничным столом, где-то есть елка, где-то есть вкусные сладости, сухофрукты, возможно, немного мандаринов. И этот аромат как нельзя кстати. В нем очень классно, я считаю, встречать Новый год. Что ж, это одни из самых классных ароматов Serge Lutens, которые есть в моей коллекции, но у меня есть еще приличное количество, и если получится, и если вам будет это интересно, я тоже расскажу про них. Будет интересно узнать, если вы сами пробовали такие ароматы, либо у вас другие ароматы Serge Lutens являются самыми любимыми. Напишите, пожалуйста, комментарий. Поставьте лайк, если вам понравилось. Подпишитесь, если еще этого не сделали. Отличного вам дня. Всего доброго. Пока.